Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, прежде чем я начну предсказания, советы, хочу поблагодарить вас всех за комментарии. Тех, кто оставляет комментарии. Я благодарна вам от всей души. И чтобы вы знали, что ваши комментарии я читаю, они не остаются незамеченными, и они помогают мне, помогают каналу развиваться. И для меня это бесценно. Сегодня, как и каждый месяц, прогноз на месяц, советы на ближайший месяц. И сейчас это стихия огонь, знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Да, я перестала делать, я уже слышу некоторых вопросы, перестала делать недельные прогнозы. По той простой причине, что не смотрят люди. Когда я что-то делаю, хочется обратную связь и хочется действительно, чтобы прогноз помогал мне и помогал развитию канала. А месячные прогнозы смотрят больше, намного больше, и, соответственно, времени-то берет столько же, чтобы сделать прогноз по 4 стихиям. Так что, если вам интересны прогнозы на каждую неделю, пожалуйста, оставляйте комментарий в комментариях, и в зависимости от количества комментариев я начну их снимать опять, если они вам нужны. Не забывайте про акцендент. Акцендент, восходящий знак, он влияет на ваше внутреннее состояние. Также он влияет на ваши мысли и на то, что уже соответственно с вами происходит по причинно-следственной цепочке. Ведь все, о чем мы думаем и на чем мы концентрируемся, происходит. Может быть, не точно те события, на которых вы концентрируетесь, но настроение и, конечно же, результаты. Все это зависит от вашего внутреннего состояния. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. У нас тут у кого-то победа идет. Перевернул карты. Я перевернутые карты не рассматриваю. Мне хватает значений в вертикальной позиции. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Как всегда, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Досматривайте видео до конца, и в конце карта на исполнение желаний и дополнительный совет. Ну что, прогноз на август. Я даже не знаю, что я сказала в начале. Еще не совсем я вылезла из этого вируса, но неважно. Могла что-то забыть сказать. Так что уж простите. Начинаем с овнов. Давайте посмотрим, что же самое основное для овнов в августе. Самое основное для овнов в августе – это финансовое продвижение. Ждет успех. Может быть, не на 100%, вот как вы ожидаете, но на 90%, потому что это не туз, даже не король, это рыцарь. Рыцарь, он дает финансовые улучшения, если мы говорим об этой карте не как о карте двора, а как о карте энергии. И рыцарь приносит
знаете, спокойную радость от доходов. Это первое, что я вижу. И если говорить о всех остальных сферах жизни, это тоже улучшение. Улучшение внутреннего состояния, как я уже сказала, спокойная радость. Что это значит? Это значит, что нет никаких огромных всплесков, это пентакли. Всплесков эмоций пентакли не дают, хотя для вас, для овнов, всплеск эмоций очень важен. Но тут не всплеск эмоций, тут именно целенаправленное движение, которое приносит удовлетворение и радость. И это может быть и работа, карьера, бизнес, финансы. Я сказала, что возможно улучшение в финансах. Также это улучшение отношений, улучшение взаимопонимания. Потому что тут более такой конструктивный подход к отношениям. Не эмоции будут действовать вами, а здравый смысл. И тут даже не анализ, а такая спокойный подход именно к улучшению. Это для тех, кого это интересует. И как совет, если у некоторых из вас это не совсем будет получаться в августе, совет пытаться подходить ко всему с холодной головой и со здравым смыслом. Это то, что я вижу по этой карте. Тут еще эта же карта двора. Это мужчина. Мужчина старше 40, мужчина спокойный, мужчина уверенный в себе. Знаете, такой железобетонный мужчина. Когда общаешься с таким мужчиной, кажется, что он даже не умеет выражать свои эмоции и чувства. Это неправда, просто такой у него характер, он делает это все дозированно, и когда чувствует, что это надо. И вот у каждого из вас в какой-то сфере жизни будет встреча с этим мужчиной. Смотрите, это ничего сверхъестественного. Это может быть какая-то бытовая встреча со знакомым, где вы будете просто что-то обсуждать. Я же говорю, вот как бы вы не были эмоциональны и взрывны, мои дорогие овны, вы в августе получится так, что вы будете ко всему подходить более спокойно. Вы знаете, это хорошо иногда. Иногда это надо. Смотрим дальше. Львы. Что же для вас самое важное в августе? Самое важное в августе для вас, вот сразу, как я говорю вам по этой карте, не обращать внимания на мнение других людей. Будет очень много разных мнений, разных подходов, и все это будет вызывать в вас не раздражение, а какую-то обескураженность. Потому что когда слишком много мнений, вы слушаете всех, и вы сами теряете вот эту нить своего мнения. И, соответственно, вам тяжело понять, что же вам делать дальше. Поэтому все-таки в августе постарайтесь, может быть, даже меньше спрашивать чье-то мнение. Оно будет на вас влиять. Вот знаете, вам будет казаться, что чье-то мнение вас преследует. И тут по этой карте, именно в этом контексте, именно что я здесь вижу, потому что эта карта означает очень много. Каждая карта имеет огромное количество значений, тем более, что все это я читаю, по крайней мере, через вашу энергию. Вот хотите вы, не хотите вы излучаете энергию. И когда вы смотрите это видео, когда я снимаю это видео, вся эта энергия собирается вот в каждой из этих карт. Поэтому это собирательный образ, так как это общий расклад. Так вот, я же говорю, вам будет казаться, что
за вами гоняются чужие мнения. И для того, чтобы избавиться от этих чувств, для того, чтобы все-таки двигаться, для того, чтобы достигать, для того, чтобы улучшать. Ведь это же то, к чему мы стремимся. Достигать, улучшать и становиться счастливыми по умолчанию. Счастье по умолчанию – это вот состояние, которое я желаю вам всем. Все-таки первое. Когда вам в голову приходит какой-то инсайт, не делитесь сразу этим инсайтом со всеми. Начинайте действовать, исходя из своего мнения. Единственное, что по мечам – это мечи. Не всегда надо опираться на прошлый опыт. Вот тут я вижу, что еще и прошлый опыт будет вам мешать. Все-таки поймите, что есть момент здесь и сейчас. Пришел инсайт. Посмотрите сразу, не скрупулезно, а так, детали. Хочу, например, вот хочу я это, хочу я что-то сделать. Не начинайте разбирать это по полочкам. Сделайте так, что вы посмотрите, что вы можете сегодня сделать для достижения. И начинайте действовать, находя информацию. И именно предпринимайте действия. И вот именно в августе иногда я говорю, что надо прислушиваться к чьему-то мнению. Тут я вижу, что нет. Еще одна сторона этой карты, простите. Для тех, кто работает на кого-то. Тут немножко будьте осторожны. Вы своего рода, это грубо сказано, наверное, под прицелом. Тут вышестоящие следят за вами, но это не значит, я знаю, что очень многие, когда я говорю это, сразу начинают, вот, за мной следят, вот, мне не дают нормально работать. Нет. Возьмите это на вооружение и сделайте все для того, чтобы, если за вами наблюдают, чтобы это принесло вам улучшение, результат, повышение, какие-то бонусы финансовые. Подумайте с этой стороны. В отношениях кто-то, кого вы хорошо знаете, но с кем давно не общаетесь, тоже обращает на вас внимание, но не решается именно выйти на связь. Если вам это интересно, смотрите, кто ставит вам лайки, кто просматривает ваши соцсети. Мы сегодня все имеем соцсети практически. Редко кто не имеет. Для меня, я хочу вам сказать, в последнее время это именно все, что связано с моим творчеством. Я все-таки считаю, что частная жизнь должна быть частной жизнью, поэтому на своей страничке в Фейсбуке, в Инстаграме я очень мало именно делаю постов и выставляю мою личную жизнь. Личная жизнь для того и существует, чтобы она была личной. Но это мое мнение. Так что, если вам интересно, то, пожалуйста, по здоровью. Вот тут, смотрите, обратите внимание на симптомы. Не пропускайте. Если симптомы вас беспокоят какие-то, все-таки обращайтесь к специалистам, к врачу, и чтобы специалист и врач проанализировал, и уже тогда, чтобы вы со спокойной душой могли идти дальше, что все нормально. Это может быть психосоматика, но также это может быть что-то, на что надо обратить внимание. Поэтому, если есть симптомы какие-то, то обращайтесь к врачу. А так, старайтесь избегать все-таки стрессов, потому что по семерке мечей стрессы могут привести к повышению давления и, конечно, снижению уровня иммунной системы, и это уже и вирусы, и простуды. Стрельцы, что же самое основное для вас? Основное для вас
в августе, это значит, что выход есть всегда. И не один, как минимум два. Откройте глаза, включите анализ, и вы найдете выход из любой ситуации. По этой карте могу сказать, что никаких больших перемен по сравнению с предыдущим месяцем вас не ждет. Единственное, что старайтесь не загонять себя именно еще глубже в неизвестность, в стресс. Тут много будет ситуаций, что вам будет что-то непонятно, что-то неизвестно, кто-то будет на вас, не хочу это слово, наседать, вот, и вы не будете знать, как от этого избавиться. Вот тут действительно, знаете, лучше не скажешь, успокоиться, включить смотрителя. Вот это я люблю эту фразу, я редко ее использую, но я ее люблю. Это у Вадима Зеланда эта фраза. Включить смотрителя – это отойти от ситуации и посмотреть на нее с разных сторон. Со стороны. Не включайтесь эмоционально полностью во все. Тогда все будет работать. Но все-таки, я же говорю, месяц будет, нелегкий, скажем так. Избежать, смотрите, это результаты ваших ваших мыслей, результаты вашего настроя и того, что вы излучаете. Вот это вы излучаете, поэтому вы и получаете. Менять это можно. И я вам уже несколько инструментов сказала. Ну и, конечно же, совет для стихии. Совет для стихии – перестать заниматься самобичеванием и отпускать все, что уходит. Не держаться за ситуации, за людей, за события, которые не доставляют вам радости. Тем более, что по этой карте все, что уходит, это то, что уже изжило себя и идет именно Вселенная, высшие силы, Господь дают вам знаки, что пора очищаться от всего ненужного. Что-то мешает каждому из вас, и оно пытается уйти, но вы почему-то всеми фибрами души за это хватаетесь. Отпускайте. Поверьте, как только вы отпустите, сразу же идет облегчение и освобождение энергии. Ну а сейчас загадывайте желание. Как помните о формулировке желания. А я сейчас посмотрю, что же скажет мой оракул по поводу ваших желаний. И, конечно же, может быть еще один совет. Готовы? На сегодняшний день вряд ли ваше желание исполнится. Что я могу сразу сказать по этой карте? Вот. Это еще один совет к общему совету для стихии. Конечно, вряд ли исполнится по той простой причине, что вы еще не готовы к тому, что вы загадали. Вы еще не освободились от чего-то, что ваше желание должно заместить. Оно должно наложиться на что-то. Наложиться это очень долго. А вот если вы освободите себя, то тогда все будет здорово. Ну вот, такой у нас получился расклад для стихии огонь. На сегодня все. Я вам желаю, мои дорогие, счастья по умолчанию. Помните, что счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Люблю вас, мои дорогие. Пока.